Всем привет, ребята! Вы на канале Hammerhit, и сегодня я подготовил для вас топ-7, очень сложных компьютерных игр. А перед началом данного ролика напоминаю, если тебе понравилось данное видео, то ты можешь подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. А мы начинаем, погнали! На 7-м месте стоит игра Elden Ring. Конечно же, невозможно составить список самых сложных компьютерных игр, не упомянув данную игру. Elden Ring представляет собой открытый мир, наполненный опасностями и тайнами. Открыв для игроков неограниченные возможности исследования, разработчики смогли таки сохранить неповторимое чувство геймплея. Elden Ring построен на фундаменте своего уникального мира, напоминающего смесь фэнтезийной эстетики и мрачных легенд. Разнообразные ландшафты, начиная от пустыни, заканчивая темными лесами, увлекают вас в эпоху забытых битв и героических подвигов. Графика и дизайн уровней находятся на высочайшем уровне, придающем игре уникальный визуальный стиль. Сражения с врагами остаются крайне сложными, требуя от игрока стратегии, мастерства и невероятной реакции. Открытый мир, конечно же, некоторым образом смягчает сложность игры по сравнению с предыдущими играми в подобном стиле, но в то же время это дает ей больше возможностей бросать игроку бесконечные испытания. Для игроков, которые застряли на Маргите с самым первым боссе в игре на несколько часов, может показаться, что труднее уже быть не может, но Elden Ring всячески увеличивает сложность по мере прохождения игры. Те, кто потратил неслыханное количество часов для борьбы с Маленией, те поймут, о чем я говорю. Все самые сложные битвы сохранены для финальной части, так сказать, на закусочку. Первоначально вообще казалось, что разработчики попытаются сделать игру слишком мейнстримовой, и она будет слишком легкой по сравнению с прошлыми играми. Но, как оказалось, это совсем не так. Да, игра оставляет некоторые своих самых изощренных жестокостей для дополнительных игровых областей, но это все равно игра в стиле Souls, и это не остановит того, кто хочет потратить часы своей жизни, чтобы поиграть в нее. Конечно, открытый мир делает игру немного более снисходительной к игрокам, поскольку в любой момент можно свалить в закат и пойти искать приключения где-нибудь еще. И даже возможность вызывать маленьких помощников в любое время может совсем чуть-чуть облегчить боссов. Elden Ring — это не просто игра, это погружение в исключительно масштабный и мрачный мир, наполненный эпическими битвами и глубоким сюжетом. From Software снова демонстрирует свое мастерство в создании уникальных игровых вселенных, которые захватывают внимание и не отпускают до самого конца. На 6-м месте располагается игра Celeste. В мире игровой индустрии существуют произведения, которые не только предоставляют игрокам увлекательный геймплей, но и переносят их в мир, где каждый уровень преобразован в искусство. Celeste от разработчиков Medimax Games именно тот случай, когда гармония между геймплеем, графикой и сюжетом создает невероятный игровой опыт. Celeste — это платформер, в котором игрок управляет Мадлен, которая стремится взобраться на вершину горы Селеста. На первый взгляд это может показаться обычной игрой в жанре платформер, но геймплей глубже, чем кажется. Уровни становятся все сложнее, требуя от игрока мастерства и сноровки. Уникальные механики, такие как способность персонажа летать на короткие расстояния, добавляют сложности, открывают новые горизонты для творчества в решении головоломок. Графическое же исполнение Селеста — это настоящий фестиваль визуальных впечатлений. Пиксельная графика выглядит не только стильно, но и передает атмосферу каждого уровня. Визуальные эффекты в сочетании с великолепным музыкальным сопровождением создают великолепный симбиоз. Помимо захватывающего геймплея и визуальной красоты, Celeste предлагает глубокий сюжет о личных борьбах и самооткрытии. Игрок следит за Мадлен, сталкивающийся с собственными страхами и неудачами, что создает волнующую и вдохновляющую историю. Что же касается сложности игры, то в первом мире все начинается достаточно просто, но сложность постоянно возрастает со все более жестокими задачами. Но вместо того, чтобы пинать вас за каждую неудачу, игра по сути делает доброе дело и пытается вас как бы подбодрить. Например, когда перечисляются все ваши смерти, вместо того, чтобы показать вам, какой вы неудачник, который часто умирает, игра пытается предоставить ваши потери как памятник вашему упорству. Или упоранству, тут уже кому как больше нравится. Celeste — это произведение искусства в мире видеоигр. Отличный геймплей, прекрасная графика и глубокий сюжет делают эту игру одной из ярких звезд в жанре платформеров. Если вы готовы к вызову и ищете игру, способную касаться самых глубоких струн человеческой души, то Celeste — это ваш выбор. Поднимитесь на вершину горы и переживите незабываемое приключение. На 5-м месте у нас игра с немного необычным названием Baba Is You, хотя, наверное, правильно говорить Baba Is You. Это инновационная головоломка, которая переворачивает стандартные представления о том, как должна выглядеть игра в этом жанре. Эта игра была выпущена в 2019 году и сразу же завоевала сердца игроков своим оригинальным подходом к геймплею и уникальной механикой. В центре игрового процесса Baba Is You лежит необычная механика. Игрок управляет персонажем по имени Баба, который может изменять правила игры, просто перемещая блоки текста.
Это позволяет вам взаимодействовать с окружающим миром и изменять правила уровня, чтобы достичь цели. Например, вы можете изменить Rock is Push на Rock is You, и теперь вы управляете камнем вместо боба. Это создает глубокий уровень сложности и требует творческого мышления от игрока. Головоломок в игре очень много, и они очень трудные. Количество мозговых усилий, требуемое для каждой головоломки в определенный момент, может оказаться слишком большим. Хотя графика Baba Is You довольно минималистична, она эффективно служит цели игры. Яркие цвета и простой дизайн помогают сосредоточить внимание игрока на головоломках, а не на визуальных эффектах. Музыка и звуковые эффекты также великолепно сочетаются с общей атмосферой игры, подчеркивая ее уникальность. Baba Is You предлагает более 200 уровней, каждый из которых требует тщательного анализа и творческого мышления. Сложность уровней постепенно нарастает, предоставляя игрокам возможность постепенно освоить новые механики и концепции. Это создает увлекательное и постоянно меняющееся игровое окружение. Baba Is You отличается своей оригинальностью и инновационным подходом к головоломкам. Механика изменения правил открывает бескрайние возможности для творчества и экспериментов, что делает эту игру уникальной в своем роде. Baba Is You — это захватывающая и умопомрачительная головоломка, которая не только предоставляет отличное развлечение, но и стимулирует мышление и творческий подход к решению задач. Игра исследует грани того, что возможно в жанре головоломок, и без сомнения заслуживает признания за свою уникальность и качество исполнения. На четвертом месте расположилась игра Shifu, выпущенная в 2022 году. Это игра с одними из самых интенсивных и самыми напряженными боями, пожалуй, среди всех игр. Она очень неумолима и очень жестоко наказывает за любую ошибку, которую вы совершаете, и это действительно то, что делает эту игру такой хорошей. Shifu поражает своей глубиной и сложностью геймплея. В центре внимания находятся боевые искусства, и каждый удар, блок или уворот имеют вес и значимость. Игровой опыт основан на реальных приемах, что придает проекту атмосферу аутентичности. Уникальная механика старения персонажа Shifu вносит в интригу в каждый поединок. Смерть не приносит конца, а персонаж просто стареет, что, конечно же, влияет на его физические способности. Это подчеркивает важность стратегии и тактики, призывая игрока размышлять, прежде чем совершить следующий шаг. Игра никогда не меняется между забегами, поэтому весь опыт заключается в том, чтобы овладеть всей боевой системой. Но что делает бои такими сложными, это то, что у вас есть всего несколько парирований. Прыжок для уклонения от низких атак и уклонения от высоких атак. Враги же очень быстрые, а боссы абсолютно неумолимые. Просто научиться, когда и где уклоняться, это огромная часть игры. Когда все идет хорошо, вы чувствуете себя мастером боевых искусств, как Джеки Чан, Джет Ли или Донни Йен, а может и все сразу в одном лице. Но достаточно одного неудачного удара, и неудачи начинают сыпаться каскадом. И опять все по новой. Единственный способ победить в этой игре — это по-настоящему овладеть ей. Shifu — это впечатляющая игра, предлагающая уникальный подход к боевым искусствам в мире видеоигр. Сложный геймплей, потрясающая графика и захватывающий сюжет делают ее одной из наиболее ярких игр года. Для тех, кто ищет вызов и новаторский опыт, Shifu — это настоящая находка. На третьем месте расположилась игра Darkest Dungeon 2, которая вышла в 2023 году. Оригинальная Darkest Dungeon была очень сложной, но это, пожалуй, еще хуже. Новая глава в мрачном эпосе Darkest Dungeon обещает еще больше атмосферного ужаса, испытаний и стратегических вызовов. Следуя успеху первой части, Darkest Dungeon 2 от студии Red Hook Studios предлагает игрокам глубокое погружение в зловещий мир, насыщенный опасностями, которые превосходят человеческое понимание. Визуальный стиль игры остается верен духу оригинала, но получил значительное обновление. Графика стала более детализированной и мрачной, захватывая внимание с первых минут игрового процесса. Арт-стиль продолжает отлично передавать уныние и безнадежность мира Darkest Dungeon, усиливая эмоциональное воздействие на игроков. Основные механики остаются неизменными, сохраняя стратегическую глубину и бескомпромиссную сложность. Игрокам предстоит управлять командой героев, сталкивающихся с ужасами загадочного мира. Однако новые механики и изменения в геймплее добавляют свежести и вызовов. Улучшенная система усталости, стресса персонажей придает игре еще больше тактической сложности, заставляя игроков принимать решения о балансе между риском и наградой. Darkest Dungeon 2 продолжает раскрывать загадочную историю этого мира, при этом предлагая игрокам новых персонажей и более глубокое погружение в психологию каждого героя. Каждый персонаж обладает своими уникальными чертами и историей, что добавляет в игру дополнительные эмоциональные слои. Атмосферу ужаса и напряжения подчеркивает звуковое сопровождение, которое находится на высшем уровне. Мрачные звуки подчеркивают
подчеркивающие тьму и опасность, а также потрясающая музыкальная аранжировка создают уникальную атмосферу, заставляя игрока погружаться еще глубже в мир Darkest Dungeon. Darkest Dungeon 2 продолжает брать игроков в пугающее путешествие, наполненное стратегическими вызовами и эмоциональными испытаниями. С глубокой атмосферой, улучшенным геймплеем и захватывающим сюжетом игра удерживает внимание и оставляет за собой ощущение глубокого вовлечения в ужасный, но захватывающий мир. На втором месте игра Spelunky 2 2020 года. Это вторая часть культовой платформенной игры, не только поддерживает традиции оригинала, но и предоставляет игрокам новые захватывающие возможности для исследования. Spelunky 2 продолжает традиции своего предшественника, увлекая игроков в заманчивые глубины подземелий, наполненных ловушками, сокровищами и уникальными врагами. Управление четкое, отзывчивое, что позволяет игрокам чувствовать полный контроль в самых опасных ситуациях. Вторая часть добавляет новые персонажи, локации, предметы, расширяя игровой мир и придавая ему дополнительную глубину. Визуальный стиль Spelunky 2 неизменно привлекателен. Пиксельная графика с яркими цветами и забавным дизайном персонажей создает неповторимую атмосферу. Уровни прекрасно прорисованы, а каждая деталь подчеркивает уникальность игрового мира. Одним из наибольших достижений Spelunky 2 является способ, которым она позволяет игрокам исследовать подземные пещеры. Каждый уровень представляет собой новый вызов, и сюжет раскрывается по мере продвижения игрока. Исследование окружающего мира становится ключом к успеху, и каждый новый уровень приносит с собой свои уникальные загадки и тайны. Spelunky 2 также предлагает захватывающий многопользовательский режим, который добавляет социальный элемент в игровой опыт. Соревнования с друзьями или совместное исследование подземелий создают дополнительные уровни взаимодействия и разнообразия. Spelunky 2 не только удачное продолжение, но и яркая звезда в жанре платформенных приключений. Отличный геймплей, красочная графика и богатый игровой мир делают эту игру обязательной для всех поклонников жанра. Отваживайтесь на новые глубины и готовьтесь к захватывающим приключениям вместе со Spelunky 2. Ну что ж, первое место. Sekiro Shadows Die Twice. Это новый этап в эволюции от разработчиков Dark Souls и Bloodborne. Игра представляет собой коктейль из динамичного боевого геймплея, сложных боссов и невероятной атмосферы феодальной Японии. Сложный Sekiro делает то, что она требует от игрока освоить систему парирования. Если вы не можете этого сделать, то это будет самая большая заноза у вас в заднице. Основной акцент Sekiro делает на ближнем бою. Здесь нет классов персонажей, нету никаких улучшений характеристик. Вместо этого вы берете на себя роль воина-ниндзя с именем Вольф. Уникальная механика боевой системы позволяет отражать атаки врагов, создавая уникальное искусство сражения, притягивающее внимание искушенных игроков. Однако временные рамки здесь очень жесткие, враги атакуют со всех направлений, и чтобы умереть, достаточно допустить всего несколько ошибок. Да, конечно же, вы можете воскреснуть, но в такой сложной игре это не имеет особого значения. Бывают моменты, когда игра на самом деле прощает вам ошибки. Некоторые участки игры, кстати, можно зачистить без необходимости вступать в бой с врагами. Вы можете перемещаться, нападать на всех подряд для легкой победы, но боссы, вот где эта игра просто не знает пощады. Многое было сказано о том, как абсурдно труден последний босс в этой игре. Возможно, это самый сложный босс за все время. Если Sekiro находится на другом уровне от большинства игр, то последний босс этой игры находится на другом уровне от остальных частей Sekiro в принципе. Это супер жестокая, совершенно не прощающая ошибок игра, но черт возьми, как же приятно, когда ты побеждаешь босса, с которым боролся несколько часов. Конечно же, в игре есть множество плюсов, одним из которых является графика. Графика в Sekiro — это настоящий праздник для глаз. От детализированных японских садов до темных и мистических подземелий, каждая локация пропитана уникальной атмосферой. Дизайн врагов и боссов выдержан в лучших традициях японских мифов и легенд, создавая неповторимый опыт. Sekiro Shadows Die Twice — это великолепное произведение искусства, которое придется по вкусу фанатам From Software и новичкам в жанре. Уникальная, но в то же время сложная механика боя, захватывающий сюжет и восхитительная атмосфера делают эту игру обязательной для поклонников жанра. Однако будьте готовыми к вызовам, потому что в этом мире тень смерти неоднократно будет приходить к вам. Ну вот и все, ребята. Сегодня мы рассмотрели с вами топ-7 самых сложных компьютерных игр. А если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!